С начала 2010-х годов Китай активно работает над амбициозным проектом по созданию искусственных островов в Южно-Китайском море. Этот масштабный проект обошелся стране в десятки миллиардов долларов и был осуществлен путем сброса сотен миллионов тонн бетона и песка в прибрежные воды. Действия Китая привлекли внимание не только международного сообщества, но и экологов, которые предупреждают о возможных негативных последствиях для морской экосистемы. В этой статье мы рассмотрим ход строительства, его экологические последствия и потенциальные угрозы, которые могут возникнуть в результате этой масштабной инициативы, с учетом многих факторов и последствий, которые могут повлиять на регион, глобальную экономику и экологическое состояние планеты. Строительство искусственных островов началось в 2013 году, но работы в различных формах продолжаются с начала 2010-х. В этом проекте задействованы мощные драглайны и специальные баржи, способные перемещать большие объемы песка и бетона. Эти материалы берутся из близлежащих районов, что негативно сказывается на экосистеме региона, истощая запасы песка, убивая морскую флору и фауну и значительно ухудшая местную экологическую ситуацию. По оценкам экспертов, в результате такого интенсивного извлечения ресурсов страдают не только морские организмы, но и ресурсы прибрежных сообществ, чья жизнь напрямую зависит от здоровья морской среды. Китайские власти аргументируют проект необходимостью создания стратегически важных объектов, которые служат военно-морскими базами, туристическими зонами и экономическими центрами. База на искусственном острове, по мнению китайских военных экспертов, должна стать опорной точкой для контроля морских путей. Это может быть особенно актуально в условиях растущего напряжения на международной арене и борьбы за контроль над ресурсами. Также существует вероятность, что острова станут важными торговыми и логистическими центрами, что несет в себе как возможности, так и риски для международных отношений. На начальных этапах проект предполагал создание новых портов и расширение военно-морского присутствия, что вызвало значительные противоречия и ухудшение отношений с соседними странами, такими как Вьетнам, Филиппины и Малайзия, у которых есть свои претензии на эти воды. Эти страны беспокоятся о нарушении своих прав и экономических интересов, что нередко приводит к дипломатическим конфликтам. Обострение споров часто приводит к усугублению политического климата и повышению военной активности в регионе, что создает дополнительные риски для стабильности всего региона и неизбежно требует со стороны международного сообщества определения четкой позиции относительно происходящего. Сброс бетона и песка в Южно-Китайское море — это не только экономический, но и экологический эксперимент. Экологи предостерегают, что такие масштабные меры могут привести к тяжелым последствиям для экосистем региона, включая накопление тяжелых металлов и химических веществ в воде. Эти токсические вещества могут существенно повредить морским растениям и живым организмам, что вызывает глубокие беспокойства как среди ученых, так и среди местных рыбаков, которые зависят от безопасных вод для своего промысла и благосостояния. Проблема становится еще более актуальной в связи с тем, что уровень кислотности воды повышается, что в первую очередь связано с увеличением углекислого газа в атмосфере. Исследования показывают, что коралловые рифы, являющиеся основным компонентом биологического разнообразия в этом регионе, уже страдают от этих изменений. Высокий уровень кислотности может привести к отмиранию кораллов и дестабилизации экосистемы, на которую зависят многие морские виды. Уничтожение коралловых рифов также угрожает увеличению эрозии берегов, так как рифы играют важную роль как естественный барьер, защищающий берега от воздействия волн. Эти изменения оказывают разрушительное влияние не только на экосистему, но и на исправление природного баланса.
Научные исследования, проведенные группами экологов и международными организациями, показывают, что долговременные последствия сброса бетона и песка могут включать также увеличение численности медуз и других менее желательных видов, которые могут доминировать в этих новых территориях. Это может привести к снижению численности рыб и других морских организмов, что представляет собой серьезную угрозу для устойчивого рыболовства и местного населения, которое зарабатывает на жизнь с помощью охоты и добычи морских ресурсов. Местные сообщества, чьи средства к существованию зависят от здоровья биомов, могут столкнуться с значительными экономическими потерями. Создание искусственных островов привело к появлению новых искусственных рифов. Однако их состав и функциональность далеки от естественных, и многие экологические ученые выражают серьезные опасения. Новые структуры могут стать местом обитания для определенных видов морской жизни, однако это не исключает риск появления инвазивных видов, которые могут нарушить экосистемный баланс. Например, используемые в строительстве искусственные материалы из бетона могут привлекать определенные виды моллюсков и ракообразных, но в то же время они могут стать платформой для инвазии других, более агрессивных видов, что в конечном итоге приводит к снижению местного биоразнообразия. Все эти факторы подчеркивают уязвимость экосистемы в условиях внешнего вмешательства. Помимо этого, стоит учитывать, что искусственные острова могут оказывать влияние на морские течения и температуру воды, что в свою очередь может изменять миграционные маршруты рыб и других морских существ. Эти изменения не только влияют на экосистему, но и на экономическое положение местных рыбаков, вводя дополнительные риски в их деятельность. Если искусственные острова и их обитатели начнут конкурировать с местными видами, то это может привести к резкому сокращению рыболовных ресурсов в регионе, ставя под угрозу продовольственную безопасность для многих прибрежных сообществ. Экологические исследования подтверждают, что искусственные острова могут иметь сложные и часто непредсказуемые воздействия на морскую среду. Новые экосистемы, возникающие в результате подобного строительства, могут требовать много лет, если не десятилетий, чтобы адаптироваться к изменениям и сбалансироваться. В долгосрочной перспективе последствия таких интервенций могут негативно сказаться на устойчивости общей природной среды Южно-Китайского моря, что может повлечь за собой необратимые изменения. Китай рассчитывает, что создание искусственных островов будет способствовать экономическому развитию, так как эти новые территории могут стать основой для создания портовых комплексов, рыболовных ферм и зон для добычи углеводородов. Однако такие действия вызывают жесткую реакцию со стороны других стран региона, которые видят в этом угрозу своей безопасности и суверенитету. Ожидается, что это приведет к увеличению напряженности в отношениях между Китаем и его соседями, включая возможные торговые войны, научные споры и споры о морских границах. Это не просто потенциальный конфликт. Это может вызвать растущее недовольство на международной арене. Эксперты также отмечают, что создание искусственных островов нарушает международные усилия по установлению правил в открытых водах и охране окружающей среды, что ведет к недостаточной защите экосистем. Обострение конфликтов в Южно-Китайском море может привести к ухудшению условий для совместного использования ресурсов и затруднить сотрудничество между странами в области охраны морской экологии. Сложные геополитические игры могут привести к изоляции Китая от международного сообщества, подрывая ключевые аспекты глобального торгового и экономического сотрудничества, особенно с учетом меняющейся политической атмосферы вокруг таких глобальных проблем, как изменение климата и устойчивость экосистем. Другие государства, такие как Соединенные Штаты, также стали проявлять активность в регионе, осуществляя патрулирование и операции по свободе навигации в ответ на растущее влияние Китая. Это потенциально может привести к дальнейшему эскалации конфликта и затруднить усилия по дипломатическому урегулированию.
Ситуация требует от всех игроков проведения сложных переговоров, направленных на сохранение устойчивости региона, что само по себе является вызовом в свете меняющегося геополитического фона. Проект создания искусственных островов в Южно-Китайском море — это не просто архитектурное и инженерное достижение. Это вызов для международного сообщества, которое должно объединить усилия для защиты ценного экосистемного наследия и нахождения путей для мирного разрешения конфликтов. Как в экономическом, так и в экологическом плане необходимо ответственно подойти к возможным последствиям этого проекта, учитывая как краткосрочные, так и долгосрочные риски. Понимание рисков и затрат, связанных с подобными крупномасштабными проектами, является критически важным для уроков, которые извлечены в процессе планирования и реализации. Обеспечение равновесия между экономическими интересами и охраной окружающей среды становится болезненной темой, требующей совокупного знания, разных точек зрения и четких решений. Местные сообщества, экологи и международные организации должны работать вместе для разработки устойчивых стратегий, которые будут учитывать как экологическую безопасность, так и потребности в экономической поддержке. Проект создания искусственных островов в Южно-Китайском море открывает перспективы, но также представляет собой огромную ответственность для Китая и всего региона. На этом сложном фоне необходимо устанавливать постоянный мониторинг экологического состояния и вовлекать местное население в процесс принятия решений. Это позволит сохранить биоразнообразие Южно-Китайского моря, поддерживать доверие между странами региона и обеспечивать рациональное использование ресурсов для будущих поколений. Мировое сообщество должно быть готовым к новым вызовам, стать законотворцами и инициаторами устойчивых подходов к преобразованиям, которые происходят в этом стратегически важном регионе.